Здравствуйте, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Что скоро ворвется в вашу жизнь? Прогноз Таро на декаду на 10 дней с 11 по 21 января. Давайте узнаем, что или кто спешит в вашу жизнь и что вам предстоит организовывать или адаптировать в эти 10 дней. Каковы события ближайшего будущего и с чем они могут быть связаны или как изменится ваша реальность. У нас сегодня две колоды карты. Первая – это оракул Сибиля. Вторая колода – это карты Таро, ангелы-хранители. И мы дополним после того, как откроем значение оракула картами Таро, чтобы узнать, как же вам лучше организовать или адаптировать ту или иную ситуацию. Но первые карты – это оракул. И это не похоже на все те расклады, которые были прежде. Мы достанем в определенном порядке и создадим с вами как 4 направления. Карты будут обрисовывать несколько сфер вашей жизни, и призывают они нас быть более практичными и рассмотреть как и то, что изображено на этих картах, так и подумать, как отнести вот ту сигнификацию, которую я озвучу, и что это может означать лично для вас. И первая сфера жизни, сфера денег и бизнес. Две карты. Хорошо, значит, так должно быть. Вторая сфера – сфера здоровья или случайности, неожиданности. Здоровье тела. Вот если конкретно, то так она называется по оракулу. Третье направление – сфера работы и ваши достижения. Самые разные могут быть. Профессиональная деятельность, у кого-то документы. И четвертое – это личная жизнь и конкретно любовь. И вот эти карты, 4, но у вас получилось 5, которые выпали, они расскажут больше о тех энергиях, которые присутствуют в вашей жизни на начало этого периода. Может быть 10, 11, 12, где-то января. И мы достанем еще 4, которые нам расскажут, как будут развиваться события. Сфера денег и бизнес, здоровье тела и случайности, или не случайные случайности, ваши достижения и ваша работа, личная жизнь и любовь. Сначала мы откроем первые 4 карты, но у вас 5. А вот смотрите, помеха какая-то у вас есть, и вы можете столкнуться с тем, что вот это конкретно карта помехи, а это карта врага. Не обязательно, что этот враг есть. Да, осторожным быть нужно, но все же уж в одной энергетике как будто обе карты выпали. Вы можете воспринимать как какую-то помеху объективную, как происки какого-то конкретного человека. Вот такого я тоже не исключаю. Для кого-то из вас, мои дорогие, это могут быть те энергии, когда вы никому не верите. Может быть, обстоятельства так сложились. Ну, конечно, на всякий случай нужно быть внимательному, потому что человек, который по карте враг, он словно притаился. А мы идем так вот спокойно, и мы даже о чем-то не подозреваем. Ну, может быть, какие-то хитрые или хитросплетения кто-то и готовит. Тогда оракул нам говорит, ты будь внимателен, где-то не расслабляйся, не время для того, чтобы расслабляться. Но мы с вами помним, мы это смотрим только на начало. И это где-то карта или карты нашего восприятия мы можем воспринимать как какую-то помеху и одновременно кому-то не верить или чувствовать, словно против меня все. Или какая-то, может быть, в предыдущие 10 дней сложилась ситуация, когда вам что-то не нравится. Не все идет так, как вы бы представляли или как вам было обещано. И опять же, тогда мы становимся более недоверчивыми тоже. Мы сами по себе ожидаем какого-то подвоха. Но, может быть, ожидать это не лишнее, жизнь не бывает полностью предсказуема. По крайней мере, внимательному быть стоит, это точно. Карта выпадает не зря. Идем дальше. Здоровье тела или случайности. И это ваши мысли конкретно. Куда-то не торопиться. Может быть, это вы обдумываете ту или иную ситуацию, как вам поступить дальше. Это что-то вы будете, безусловно, проигрывать. И надо сказать, в эти 10 дней может быть такое вполне вероятно,
как приостановка какой-то деятельности, или все идет своим чередом, может быть, и как по вашему графику. Но тогда, если график, то тогда нет какой-то синкопы, например, да. Вы, по крайней мере, можете встречать эти 10 дней, 10, 11, 12. Вы думать можете, что да, я себе составил или составила стратегию, тактику, я буду сейчас планомерно вот так в действие приводить все то, что я себе задумал или задумала. Вы можете пытаться обдумывать те или иные обстоятельства или поведение какого-то конкретного человека. Если же мы говорим по здоровью, это тоже, опять же, ваши мысли. И поэтому не предполагает эта карта какого-то, ну, каких-то внезапностей по части здоровья тела. Нет. Но если вас действительно что-то беспокоит, наша реальная жизнь– это не карты, то тогда нечего думать. Нужно идти к специалисту или искать такого специалиста, чтобы прояснить для себя какой-то вопрос. Не строить догадки или не думать: «А, я подожду, когда все пройдет». Вот этого быть не должно. Смотрим дальше. Сфера ваших достижений. И это называется дом в деревне. Или, может быть, у кого-то буквально переезд планируется. Или вы куда-то собираетесь переезжать. К примеру, вы жили в квартире или занимали какие-то апартаменты, а вы хотите приобрести дом. Или поменять квартиру, апартаменты на дом. Или вообще, в принципе, какой-то переезд у вас стоит в плане. Вот перемещение еще очень символично, потому что у нас Уран находится, планета, которая любит менять все. Она у нас находится в знаке зодиака Телец, и в январе практически весь месяц в ретро-движении. И 2 основных направления или 2 основных темы для всех, для каждого из знака зодиака. Это могут проигрываться как вопросы территорий или конкретно места нашего пребывания, проживания. Или если мы собираемся куда-то отправляться, куда мы отправимся, что мы там будем делать, каким образом обустроим нашу жизнь. И вот это где-то все символизирует карта. А второе направление– это деньги. И тут с деньгами тоже могут быть какие-то ситуации, которые вполне вероятно, что-то подобное было раньше. Но вот для вас будет важно отстроить какую-то новую концепцию финансов для себя. И может быть что-то не отстроено именно потому, что вы столкнулись в предыдущий период как с какой-то помехой, какая-то преграда. Словно мы шли куда-то и уперлись в стену. И мы не знаем, что за этой стеной. Либо какой-то враг, либо как нам действовать. У кого-то это просто может быть внутреннее восприятие той ситуации или обстановки, в которой вы находитесь на данный период времени. Давайте посмотрим, что же тут нам про любовь расскажут, про личную жизнь. Вообще эта карта консультируемого, то есть это, по сути дела, вы сами, олицетворение, то, что вы хотите осуществить. И планов у вас громадье. Может быть, эти планы разные сферы жизни, или вы для себя 2 пути намечаете, или пытаетесь продумать свою историю, что я буду делать, если ситуация сложится одним образом, или что я буду делать, если ситуация сложится другим образом. По этой карте есть, безусловно, ваш интерес, и вы его не хотите упустить. Есть фраза «пытаться усидеть на 2 стульях». Вот у нас здесь 2 стула, да, но сидит-то наша дама на одном, но второй так вот непонятно зачем, но на всякий случай прихватила. У вас есть какие-то 2 направления, 2 интереса, которые один важен и основополагающий, а второй запасной вариант. Может быть, вы что-то хотите для себя по части личной жизни организовать, осуществить, но где-то понимаете, с учетом аркана рога, пусть это вам выпадает на деньги, может быть, какой-то переезд, или это будет связано с личной жизнью, или какое-то перемещение, и вам тоже нужно продумать и вопросы финансов, и вопросы личной жизни, или вашего местонахождения, кстати, такое тоже может проиграться. И вы себе такую подушку безопасности пытаетесь просчитать. Есть тот вариант, который наиболее желанен или приемлем, но есть и запасной какой-то вариант X. Вот давайте мы теперь раскроем вторые карты. Как же будет развиваться ситуация с 11 по 21? Что, какое продолжение следует? И это карта, когда вы можете узнать какую-то важную тайну по части денег, по части бизнеса. Вы могли видеть вот эту помеху, вот эту преграду в каком-то одном свете или в одном ключе.
А на самом деле вам откроется какая-то тайна. Вы могли даже ожидать, знаете, как, ну вот уже сейчас как будто не очень радостно, или меня как досадует что-то, и я уже теперь не жду, что ситуация как-то будет меняться, или я не вижу выхода. Так вот, вы узнаете какую-то новость, или для вас как откроется какая-то истина, которая какое-то время была скрыта от вас, или вы сами по какой-то причине не видели объективной реальности. Вот здесь для нас может как прийти через известие, через какое-то письмо, сообщение, информация, которая как раз для вас проясняет какую-то обстановку. Почему сложилось именно так? То есть каких-то новостей по части денег и бизнеса вам следует ожидать. И я бы сказала, вот смотрите, пусть у нас выпало 2 карты. 2 карты, но тем не менее по оракулу нам следует, точнее, если в сфере, в одной из сфер жизни у нас совпадают именно масти, а у нас совпали бубны, то тогда мы создаем еще одну стопку карт, которая будет свидетельствовать о том, что нам важно знать или что нам, может быть, придется предпринимать, адаптировать, организовывать или уделять чему внимание. Я же могу сказать, что определенно делам бизнеса, работы и откуда к вам приходят деньги, уделить внимание точно стоит. Может быть, и быть где-то настороже, что-то не пропустить. Давайте я достану одну карту, и мы пойдем дальше. Мы откроем 5-ю стопку в самом конце. Что же по части здоровья тела и случайностей? Вот очень интересно, какое-то опоздание для вас может быть. Может быть, это вам куда-то нельзя опоздать. Или с каким-то важным решением. Нам показана дама, которая думает. А здесь, может быть, как с опозданием приходят какие-то новости. Для кого-то из вас это может проиграться так, что узнай бы я вот эту новость раньше, я бы поступил или поступила как-то по-другому. Но, значит, тем не менее, я так вижу, у вас еще есть время, возможности что-то скорректировать, исправить или каким-то образом переориентироваться по части вашего бизнеса, дел, финансов. Ну, давайте откроем достижения. Вообще, это карта вдова. Это какой-то прошлой ситуации, которая уже закончилась. Может быть, какая-то история, которая по вашим достижениям, по вашим планам, она уже не имеет смысла к продолжению. Может быть, вам придется что-то новое совершенно. Все-таки первое, аркан у вас будет говорить о том, что новые какие-то перспективы открываются, и вы их, скорее всего, видите. Может быть, вы столкнетесь конкретно с человеком, который либо вдова, либо вдовец. Такое тоже могу предположить. Или для кого-то из вас вот эти неожиданности в опоздании, они могут где-то совпадать по тому направлению, которое как в ваших достижениях есть. И это как ожидание каких-то, может быть, документов или документы я предполагаю, потому что мы все-таки, первая наша сфера– это деньги и бизнес, то есть какие-то ваши действия. Может быть, тут и были действия, но которые ни к чему не привели, и вы видели причину в одном каком-то свете. Здесь явно какая-то ясность для вас наступает. Ясность, но вы, может быть, оцениваете, что это где-то с опозданием. С опозданием, как будто, может быть, вы видите, что время ушло. Вот такое вполне вероятно, потому что вдова. Ну, у кого-то буквально проиграется как человек, персона, и какие-то контакты ваши. Или по этой карте может проиграться еще человек, который старше вас, к примеру. Такое тоже может быть. Чтобы несколько подытожить, то есть вам действительно придется по части ваших достижений увидеть новое направление. И не повторять или не пытаться заново, как будто с нуля, какую-то историю начать. Для вас какая-то перезагрузка совершенно неизбежна по части ваших личных достижений. Давайте посмотрим, что же тут по части любви. Ну, наверное, вот эти 2 плана вы их предполагаете, и для кого-то из вас это будет означать то, что вы бы хотели что-то, то, что наиболее для вас радостно предпочтительней. Но могут быть в эти 10 дней и те события, которые, ну, не совсем вам нравятся.
И по части любви немного денег. Вот именно немного денег. Как будто нужды-то ведь и нет, но с другой стороны, может быть, сумма какая-то не получена полностью. Или когда вы сталкиваетесь по личной жизни, когда вам самим не хочется тратиться. Или вроде бы у нас показано на карте, что да, питание, пропитание, скажем, оно есть. Но тем не менее, наш человек, он не выглядит богатым. И для вас это может означать, что это вы себя неуютно чувствуете, потому что с деньгами еще не все вопросы решены. Хотя вроде личная жизнь про любовь. Или вы столкнетесь с таким человеком, который жадный. Вот, мои дорогие, вот такое тоже могу предположить. Поэтому берегите сами себя. И действительно, сфера денег для вас важна. Вот теперь давайте откроем нашу пятую карту. Вы знаете, как бы ни были ваши малы неудачи и проблемы, такой велик будет ваш успех. Карта победителя, конкретно победа. Сумеете вы решить все свои вопросы, обойти острые углы тем или иным методом, путем, или обустроить как-то, перенаправить свой бизнес, или реструктурировать какую-то вашу тему, задумку, то, что вы хотите совершить, может быть, по части вашего творчества. И даже если вам поначалу кажется, эх, почему же какую-то новость я не знал заранее, а теперь я словно опоздал или опоздала, то все равно карта будет говорить, а у тебя уже новое направление, но себя где-то менять придется. По личной жизни еще, возможно, какой-то вопрос у вас не решился, и вы в начале пути, еще какой-то путь вам предстоит пройти. Но тогда карта нам все равно говорит, у тебя есть уже победа словно в кармане. Ты должен уделить внимание сейчас в первую очередь финансам или быть более внимательным. Все-таки у вас выпадает карта врага. Тут не замечтаешься. Тут какой-то подсчет, просчет. Или если есть сфера достижений, то тогда от чего-то и не отказаться тоже необходимо. Перезагрузка, мои дорогие весы. Давайте на картах Таро мы дополним эти значения, что же вам придется адаптировать, организовывать. Как-то не совсем просто у вас. Ну, безусловно, радует то, что победа все-таки есть. Но скучать будет некогда в этот период. Я вижу так. И первые три карты, что вам придется адаптировать, это то, что будет важно для вас. Ух ты, император. Император это может быть конкретный человек, несговорчивый, где-то который на своей волне, он имеет свои взгляды на жизнь, он действовать привык как-то по-своему. Для кого-то из вас это просто согласование в высоких инстанциях, подписание действительно каких-то документов, когда вы узнаете какие-то новости, тайны перед вами открываются. Может быть, вы это узнаете в какой-то инстанции. Прежде вы думали, что, ага, вот я знаю, допустим, закон как-то вот с одной стороны, а может быть, есть какой-то подзаконный акт, вы идете к конкретному специалисту для того, чтобы оформить какую-то бумагу. И перед вами открываются еще какие-то новости, еще какие-то события. Но организовывать все то, что по закону или по системе иерархии, безусловно, когда мы уважаем, в принципе, какую-то систему. По этой карте неизбежно мы сталкиваемся с тем, что нам приходится общаться либо с сильными мира сего. Ну, громко сказано, и тем не менее, это могут быть высокие чиновники. Это люди, те, которые стоят на ступень как минимум выше от той, где находитесь вы. Хотя для кого-то это может быть и несговорчивый император тоже. И тогда это вам придется адаптировать на контакт себя уже с таким человеком. Но у вас, смотрите, второй старший аркан– это карта сила желания. Если вы себе поставили намерение и цель, поверьте, мои дорогие весы, для вас нет ничего невозможного. И конкретно это карта победа, Виктория. И здесь у нас Виктория, и здесь у нас Виктория. Поэтому дважды какая-то победа, она у вас уже в кармане, но то, что она вам дается легко, так я не могу сказать. И посмотрите, у нас ангелочек, который расположен в карте колесницы, практически в таком расслабленном состоянии, доволен. Вы чем-то будете довольны. Но придется, может быть, пересматривать документы, переподписывать что-то, какие-то соглашения, может быть, пересматривать контракты, может быть, это по части банков, может быть, по части передела или реструктуризации вашего бизнеса, вашего личного дела, вашего творчества, ну или по части личной жизни тоже вы с чем-то можете столкнуться. Все же два старших аркана, они не говорят нам о чем-то конкретном, но два старших аркана говорят, что вам где-то судьба.
подыгрывает или старается помочь. По этой карте это действительно у кого-то может проиграться переезд и куда-то очень далеко, или тот, который вы планируете. И в эти 10 дней вы будете узнавать новую информацию, как это сделать правильно, каким образом, какие документы составить и что для этого предпринять. Но вы остаетесь довольны, что придется организовывать. Вот обратите внимание, правда, переезд какой-то состоится, смена работы состоится. И даже для тех, кто ищет сейчас работу, поверьте, эти 10 дней могут быть очень продуктивны. Нам словно ангел выходит навстречу. И это когда мы ищем выход, и мы его находим. Нечего добавить. Какой-то вопрос вы решите. Что же вы будете организовывать в эти 10 дней? Давайте узнаем. С чем это может быть связано? Туз жезлов. Это ваше решение, раз. И очень короткий промежуток между вашим решением и переходу к действиям. Именно в этой колоде карт, если чаще туз жезлов или туз огня совпадает только лишь, когда мы через внутренний инсайт или когда мы с чем-то определились. Так вот, в этой колоде это уже первые шаги в заданном направлении, в том направлении, которое вы себе изберете. Или что же вы тут по части стульев или тех ваших предпочтений выберите, мои дорогие. Давайте посмотрим, что придется организовывать. Задумка — воплощение в жизнь вашего намерения, целей, планов ваших. И куда-то не спешите. Добрые дела наспех не делаются. Самоконтроль нам предлагают по этой карте и компромиссы. Вы умеете договариваться, по сути дела, это карта баланса. Это то, что ваша сильная позиция. Но если и есть по карте Илькару, то есть колесница, когда быстро могут развиваться события. Где-то могут быть и медленно, а где-то эти новости могут приходить молниеносно. И вам, может быть, придется собраться, подпоясаться, отправиться, чтобы не потерять какую-то возможность. Но, может быть, будут еще и те темы в эти 10 дней, когда как раз торопиться не следует, а быть готовым к этому компромиссу. Ну и где-то нам по этой карте как будто собственные настройки нужно поменять, собственное видение жизни или какая-то перезагрузка, или когда концепция нашей жизни может меняться. И это может быть это может сопровождаться сложными эмоциями, поэтому самоконтроль совершенно будет необходим. Что вы будете еще организовывать? Посмотрите, еще один старший аркан. У вас вообще волшебный какой-то расклад, мои дорогие. И пусть он даже с оракула Сибилы начинается, да, вот как такие сложные эмоции. А посмотрите, колесо фортуны, конкретно фортуна, удача на вашей стороне, прогресс и перемены. Вот нечего добавить. И это старший аркан. Используйте любую возможность. Будьте адаптивны и сохраняйте опять же баланс. И действуйте по закону. У вас все должно быть по закону. Если вы узнаете какую-то новость, значит подумайте, как ее переложить на самого себя или на саму себя. Всегда по этой карте проходит карма, вот как судьба. Судьба, с одной стороны, помогает вам решить какие-то вопросы, но и вы должны помнить, что всегда существует причина и следствие. У вас, если здесь нам баланс показывается как в виде двух кубков, то здесь конкретно ваш знак зодиака — весы. Это быть дипломатом, не нарушать закон, и значит, тогда закон будет работать в отношении вас более надежно, он вас будет буквально охранять. Может быть, вам придется кому-то, вот организация, закрывать какие-то вопросы, которые тянутся из прошлого, ставить в чем-то точку и действительно организовывать свою жизнь совершенно в каком-то новом направлении или ключе. И у кого-то это будет связано с переездом или ваши какие-то намерения, цели, планы. Есть тут что обдумать, безусловно. Но я бы сказала так. Вы можете думать, что «эх, я опоздаю» или «я боюсь куда-то опоздать». А на самом деле вы победитель, мои дорогие весы. Очень интересный может быть период в эти 10 дней с 11 по 21. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.